All that we want to say, the pain we hold inside. Darkens a distant sky, close on the horizon. Are you holding your breath for the strike that comes next? Getting ready to fight again in the eye of the storm. The eye of the storm, where our love is cold. We are in the eye of the storm. The eye of the storm, till we're swept apart. We are in the eye of the storm. Aren't you exhausted too, or just wishing it's over? Raging one-sided truth. Все. Всем привет, с вами я, Александр, и сегодня на обзоре у нас Extreme Bull Rocket. Хотелось бы выразить огромную благодарность человеку, который любезно предоставил мне данное колесико. Спасибо тебе большое, Андрей, что ты решился на эту авантюру, заказал колесо, его ни разу не держа в руках, не держа в ногах, и, собственно, заказал, и оно тебе благополучно приехало. И ты дал мне его немножко помучить. Спасибо тебе большое. Сейчас вы посмотрите спецификации. Вкратце расскажу. У нас здесь мотор C40, 2,5 киловатта, батарейка 1500. Что у нас еще есть из интересного по спецификации? Покрышка. Покрышка 90 на 90 на 10. Короче, это половинка и это макса. Чтобы вы понимали. Начнем с внешнего вида. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Вообще стандартный утилитарный внешний вид, как у Липеркимов. Вот Extreme Bull. Просто ящик с колесиком. Чемоданчик с колесиком. Ручки есть, педали есть, батарейные боксы есть. Выпендрежа нету. Ну, можно сказать, что и стараний со стороны дизайна данного экземпляра не сильно наблюдается. У нас имеется диодная лента спереди, диодная лента сзади. В роли стоп-сигнала у нас выступает диодная лента. Сзади она красная и спереди она тоже красная. Поэтому понять, вы уезжаете от человека или едете к нему, довольно сложно. Поэтому белый свет спереди — это исключительно на совести нового владельца. Поехали. Обзор колеса мы начнем сверху вниз. Все, что есть, вот прям как идет. Сверху стартуем. Ручка. Уже все предыдущие обзоры, кто делал, все знают, что ручка с этим колесом получается очень низкая. Мой рост 1,78 м, и мне прям вот прям край. Все, сантиметр выше уже прям все. Ты начинаешь тянуться. И это при условии, что у меня довольно длинные руки. Будут руки коротенькие, у вас будут проблемы. Да, но у этой ручки есть огромный плюс. Она максимально жесткая, фиксированная. За нее поднимать колесо, возить, катать вообще никаких проблем нету. Я, наверное, не трогал еще ни одной ручки, которая была настолько уверенной в колесе. При условии, что это, собственно, это второе колесо Extreme Bull, которое я трогал, но с такой ручкой первое. Первое я трогал Griffin. Там ручка не настолько монолитная и не настолько удобная. Механизм складывания, он немножко у нас такой, под вопросиком. Ты видишь кнопочку, ее хочется нажать. Ты нажмешь ее, и все, ничего не произойдет. Тебе надо ковырнуть ее наверх, тогда она складывается. Но благо, этот механизм складывания, он отдельно продается в интернете на площадках. Можно спокойно взять. Это какая-то мебельная фурнитура, по-моему. Поэтому, если что-то с ней произойдет, у вас все будет нормально.
Многим кажется, что вот это вот корыто будет набирать воду, мне тоже так казалось, но там по центру имеется отверстие дренажное, которое проходит мимо контроллера прям просто в арку. И вся вода у вас будет идти прям в арку, которая просто здесь будет собираться. Поехали дальше. Кнопки включения, расположение верхнее. Мне нравится такое расположение. У меня у самого ET-Max был, там кнопка под самим корытом контроллера, она снизу, там такие сосочки. Со временем привыкаешь их нажимать, знаешь расположение, но кто первый подходит к твоему колесу, у него начинаются лютые проблемы. Найти, нащупать эти сосочки. Здесь кнопка сверху, она изолированная, там стоит резиновое колечко, и она спокойно нажимается. Доступ легкий, в перчатках, все замечательно. Экранчик, стандартный бигодовский, экстримбуловский экран, живет сверху, стекло матовое, на ярком солнце не видно ни хрена. Как вот легкая тень, тучки налетели, все прекрасно, все читается, все замечательно. Ночью вообще говорить смысла нету, там все великолепно. Но на ярком солнце у вас возникнут проблемы. Ну, если это для вас критично. Окей, у нас. Дальше переходим к самому интересному, что есть сверху. Это порт зарядки. Доступ легчайший. Я говорил, что у ET-Max у него прекрасный доступ к зарядке. Потому что при парковочном режиме в легком доступе все замечательно. Здесь еще проще. И причем неважно, у вас поднята ручка, опущена ручка, у вас спокойно легкий доступ к зарядному порту. Есть колеса, у которых, чтобы вставить зарядку, вам нужно или перекладывать его с морды и на парковочный режим, либо открывать, закрывать ручку, что-то придумывать. Здесь все в легком доступе. Порт зарядки у вас GX20/3, такой же абсолютно, как у ET-Max. Система данного колеса предполагает 168 вольт, поэтому зарядка от ET-Max сюда прекрасно подходит. И данный батч колеса идет, собственно, с ней в комплекте. Она выглядит, собственно, как половина этого колеса. Пам-пам. В других поставках я встречал уже, что идут новые бигодовские зарядки, они идут компактные, такая же, как была на обзоре А5 у меня. Она маленькая, с экранчиком, там идет отсчет вольтажа, процента батареи. В общем, вся информация о зарядке, вам не нужно включать колесо, у вас все есть непосредственно на самой зарядке. И она компактная, что самое главное, она получается чуть больше ладошки. Так как это 168-вольтовое колесо, и зарядка у него такая же, как у ET-Max, 5 ампер, 168 вольт, то это колесико у вас получится зарядить, если прям с нуля поднимать, это займет приблизительно у вас 2,5 часа. Потому что при достижении высоких процентов заряда скорость зарядки уменьшается, как во всех порядочных электромобилях. Данное колесо оснащено Smart BMS, и в приложении вы можете смотреть все свои ячейки, весь свой вольтаж и видеть, если у вас BMS-ка ругается, на что ругается, на какую параллель, где у вас какие-то проблемы, все будет пищать, будет рисовать, все вам скажет. Поэтому в этом плане молодцы. Собственно, мы спускаемся ниже. И первое, что у нас бросается в глаза, это наша подставка. Она маленькая. Короче, у людей возникает проблема, как у меня возникала тоже на ET-Max, когда у тебя большая массивная подставочка, она так хорошо выходит за габариты. Да, на нее удобно парковать, но голень я не раз ловил голенью эту подставку, поэтому у меня даже след остался. То же самое, как Вова Delight Device, он на Гриффине, так как есть возможность перевернуть подставку, он ее перевернул, чтобы не цеплять. Здесь за счет того, что она меньше габаритов колеса, она узенькая, и у тебя как-то идет такое вот как скругление. Поэтому я еще ни разу ногой не зацепил эту подставку. Но появляется маленький минус. Она не сильно устойчивая, особенно на травке где-нибудь, вот на песочек поставить. Там вы ставите, и оно благополучно делает вот так. Так. Но с этим можно смириться, либо доработать что-то. Там есть куда что прикрутить. Левые, там, правые пятаки, какие хотите, такие прикрутить. Дальше у нас. Дальше мы переходим под наш контроллер, собственно, в арку колеса. Пам-пам. Переходим в арку колеса. В арке колеса у нас живут динамики. Замечу, колесо со встроенными динамиками.
колонки, короче, стоят. Эти динамики, они посредственные. Не скажу, что вас там ждет супер крутое качество звука. Если хотите качество звука, катайтесь или в наушниках, или в шлеме с гарнитурой, или возите с собой достойные колонки. Здесь динамики посредственные, но какую-то музыку вы сможете играть, так она еще идет в арку, идет отражение. Я, собственно, к чему? Я за музыку в колесах. У меня был у самого еще EXN. Там тоже все колонки были в арку колеса. Все это играло, плюс-минус как-то играло. И самое главное, я считаю, что музыка на колесе при движении по тротуару — это пассивная безопасность. Тебя человек заблаговременно слышит, и он либо тебя слышит и понимает, что сзади какой-то умалишенный на чем-то едет, и он может либо сместиться на край, либо вообще просто не шевелиться, понимая, что едет, и не надо сильно дергаться. И вот это и есть наша безопасность. Но кто-то может сказать: ребята, людям не нравится. Так, а давайте подумаем, а как долго ему это не нравится? Вот он тебя 2 секунды услышал, вот ты проехал мимо него, и ты уехал вперед. 5 секунд человек пострадал. Зато он знает, что ты сзади едешь, он знает, что не надо предпринимать каких-то непонятных движений, телодвижений. И все, вот ты уехал, он перекрестился и отправил тебя в светлый путь дальше. Может, тебе там скажет что-нибудь хорошее, а может, нехорошее. Там как повезет, от человека зависит. Дальше у нас что? Пищалка живет, собственно, там же в арке. Пищалка стандартная, там никаких сверхъестественных там каких-то вещей там нет. Вторая веселая вещь, как и, собственно, наша подставка не максимально, так сказать, функциональная, это брызговик. Как во всех потрясающих колесах с подвеской, брызговик — это что-то такое себе, не сильно функциональное, потому что, да, какую-то часть брызг, грязи оно убирает, но полностью вас не спасет. Сколько говорю, вот каждый раз, брызговики во всех колесах с подвеской говно. Что спереди, что сзади, все равно у тебя это не закрыто, все равно это летит во все стороны. И самое нормальное решение после покупки колеса с подвеской, если планируете кататься в плохую погоду, я не очень люблю это дело, не сильно фанат, только по необходимости, и то, если меня там где-то по дороге застало. Это всякие либо печатные истории, либо неопрен народ вырезает, клеит, прикручивает. Ввиду не самого красивого, проработанного со стороны дизайна корпуса, здесь имеются потрясающие всякие отверстия для крепления, которые позволят вам ваши печатные и не очень печатные брызговики и все остальное благополучно прикрутить, и все это будет жизнь держаться. Но если у вас ничего не прикручено, в дождь сильный и по воде бы не надо кататься по воде. Дальше. Hydro Isolation. Так как мы заговорили про езду в мокрую погоду, дождь и вот это вот все, поговорим о гидроизоляции данного аппарата. Здесь у вас под крышкой контроллера у вас прокладка, батареи загерметизированы, разъемы подсоединения батарей к контроллеру с колечком резиновым, все загерметизировано, на моторе сальник. Если вдруг вы попадете в дождик, то дополнительных каких-то супер-пупер там процессов герметизации вам не надо. Крышка мотора у вас на герметике, сальник. Все, собственно, есть для того, чтобы ездить в мокрую погоду, кроме брызговика. Переходим дальше. Так сказать, сколько получается? Почти половина веса колеса. Батареи. Есть замечательное у меня видео. Вы можете полюбоваться, как фактически за минуту можно скинуть батарею с этого колеса. Максимально легко, просто, быстро. Здесь подумали немножко головой, подсмотрели у конкурентов. Батарея скидывается максимально шустро. Я снимал видео, там получилось минута 30 с чем-то, при условии, что я ходил, что-то клал, перекладывал. Если у вас готов инструмент, вы за минуту батарею скинете вообще без вопросов.
Плюс ворочить колесо не надо. Как говорили про, так сказать, конкурента данного экземпляра, у Аэро, у него тоже очень удобная система сброса батареи, условно, откручивается максимально легко и быстро, просто, но надо снять ручку. Чтобы снять ручку, тебе надо поработать с одной стороны, поработать с другой стороны. Тебе нужно ворочать колесико. Здесь же ты просто положил, с одной стороны все сделал, забрал батарею, у тебя все готово. В этом плане простота максимальная. И вы, естественно, успешно сможете скинуть мотор для замены покрышки. Наконец-то, спасибо, начали заботиться о простых смертных. Пам-пам. В данном колесе применили, так сказать, ноу-хау. Это разъем батареи подключается непосредственно к низу крышки контроллера. Там живет разъем, и ты прямо без дополнительных крышечек. Кто-то делает, грубо говоря, двойную крышку контроллера. Ты снимаешь одну, вот Липерким у Линкса, по-моему. Ты снимаешь одну крышку, там ты видишь разъемы, рассоединяешь, а сам контроллер живет под второй. Здесь же у тебя есть одна основная крышка контроллера, нижняя плита, причем она, кстати, фрезерованная из цельного куска алюминия, это не литье. И внизу у тебя 4 разъема, куда ты просто втыкаешь батареи. Каждый разъемчик, он у вас герметизирован с резиновым колечком, поэтому бояться воды там не стоит. В этом плане там все хорошо. Вот, спасибо, подумали о наших простых смертных, что не надо полностью разбирать колесо. Я бы был очень благодарен, чтобы они это сделали где-то год назад или чуть больше, когда я покупал ET Max, потому что там есть небольшие вопросы по поводу снятия разъемов батареи через прокладку контроллера. Здесь же все замечательно, легко и просто. И у вас общий, легкий, быстрый доступ ко всем деталям колеса. Так, переходим к самой спорной части данного колеса. Это его подвеска. У нас здесь имеется гидравлическая подвеска, пружина в масле. Это упрощенная версия, так сказать, подвески Липерким. Упрощенная почему? Потому что здесь, что нужно понимать, здесь нет у вас регулировки преднатяга. Есть отбой, есть сжатие, но преднатяга нету. Поэтому вес вы регулировать можете только жесткостью пружины. Даже как у Липеркима небольшой диапазон регулировки здесь отсутствует. Поэтому это нужно понимать сразу. Здесь под свой вес надо будет ставить определенной жесткости пружины. Здесь стоят вот 70-80. Так как я не 70 и даже не 80, здесь мне прям слишком мягко, я становлюсь, и у меня половина хода подвески сразу съедается моим потрясающим весом. Окей. Производитель здесь целился в какую-то активную езду. И как сказал Денис Хагов, ему эта подвеска понравилась больше, чем на Аэро. Именно, я думаю, из-за этого, что у нее вот эта вот спортивность, так сказать. И вот эта спортивность подвески как раз и обусловлена ходом 100 мм. Они вот и старались в максимально компактный формат воткнуть ход подвески 100 мм, чтобы она была энергоемкой, чтобы можно было прыгать, скакать и вот эти вот все штуки для любителей прыгать и скакать. Но следом у нас вылетают, так сказать, нюансы установки 100-миллиметровой подвески в компактное маленькое колесо. Это у нас получается, что шток подвески у нас низко опущен, педали подняты высоко, чтобы как раз дать вот этот ход, и чтобы мы нашими педальками в нижнем положении не цепляли всякие неровности, всякие коряги, если мы по лесу катаемся. И следом отсюда у нас выезжает и условный минус этого колеса, это его нестабильность, так сказать, на высоких скоростях. Пам. Особенностью вот этой нестабильности колеса на скоростях, мне кажется, являются ноги, потому что подавляющее большинство западных обзорщиков, кому попалось это колесо в руки, говорят, что оно нестабильно, что его там колбасит, неуверенно себя чувствует. Но самое интересное, что все, кому оно попадало в руки на странах ближайших, это СНГ, у всех нет проблем. У меня нет проблем.
50, 60, 70 км в час проблем у меня не вызывало ни в коем образе. Я долго думал, почему это так. И мне кажется, что это обусловлено тем, через какие колеса человек проходил до этого, на чем катался. Потому что в данном форфакторе, учитывая, что колесо у нас весит 32 килограмма, оно мне очень сильно по своему поведению напомнило EXN. Это колесо Bigot или Supra. Supra полегче, EXN потяжелее. И вот ощущения очень схожие. Несмотря на подвеску, оно максимально послушное. У него нету какой-то валкости в его поведении. Оно резкое, дерзкое. Куда направишь, туда поедет. И то ли это особенность вот это бигодовских еще старых колес, к нему просто надо привыкнуть. Но когда ты привык, проблем нету, потому что я катался на бигоде до этого, вот эти все старые колесики, стал на это, и даже привыкать не пришлось. Я просто стал и полетел. Ну это же ракета прям. Вот этот минус высоких педалей, его можно назвать условным, потому что у меня есть, так сказать, знакомые боевые товарищи, которые катаются на Липеркиме, и мы все знаем, у Линкса, у него была та же якобы проблема, его нестабильность с высокими педалями, кому-то это мешает. Но я лично знаю ребят, которым это не мешает вообще. Он с самого начала как стал, без понижаек и катается. Проблем не знает, воблу не ловит. Поэтому здесь я уверен, что это исключительно вопрос ног. Что? Если говорить про штоки, выступающие, так сказать, низко, то я думаю, за них переживать не стоит. Они находятся по центру вашего колеса. И чтобы им зацепиться за что-то, надо прям очень постараться. Мне кажется, ты раньше педалью зацепишься за какую-нибудь корягу, выступ или что-нибудь еще, чем ты этим штоком цепанешь что-то, проезжая мимо. Потому что он максимально близко к колесу, максимально близко к ободу. И прям по центру. Он ни спереди, ни сзади. И что-то им зацепить, это прям надо очень постараться. Здесь, я думаю, проблем не должно возникать. Также при падении этим штоком зацепиться у вас не получится, потому что у вас точки контакта будет покрышка, а дальше уже сама стойка педали. У вас покрышечка и стойка вашей педали. А шток этот, он не попадает на эту прямую, поэтому шток вы точно не заденете. Дальше у нас, переходя к педалям, у нас имеются экстримбуловские педали. Они также прекрасны, как и бигодовские. У вас здесь съемные шипы, они легкие, у вас регулировка угла наклона педалей присутствует. Довольно простая, несложная, незамысловатая, так сказать, но она прекрасно работает. Единственное отличие от бигодовских, у вас здесь имеются пластиковые вставки для облегчения. Кому-то нравится, кому-то не нравится. Мы же все знаем, педали можно в любой момент поменять. Но, как таковые, педали отлично работают. Мне что бигодовские, что экстримбуловские нравятся очень сильно. Я считаю, это лучшие заводские педали, которые у вас могут идти с колесом. И теперь мы переходим к краеугольному камню любого колеса. Это его мотор. Здесь у нас 2,5 киловатта, мотор C40. Мотор C40. Здесь мотор C40. Обод у вас стальной, поэтому есть шансы при каких-то повреждениях его восстановить проще, дешевле, так как алюминиевый или магниевый сплав у вас просто откалывается, разлетается, либо разлетается при ударе, либо при попытке его восстановить. Здесь, я думаю, у вас будет сильно попроще. Но этот обод металлический добавляет вам веса. Про вес мы еще поговорим. Дальше. Теперь мы говорим про покрышку. Покрышка у нас здесь, если говорим про дорожную версию, у нас 90 на 90 на 10. Если говорим про внедорожную, это 300 на 10. Бескамерная покрышка. И вот здесь уже начинается самое интересное. Ввиду маленького диаметра колеса кому-то становится критичной вот именно форма покрышки. И здесь могут уже вылазить, так сказать, особенности в управлении. Потому что дорожная покрышка, она управляется по-другому. У нее есть желание оставаться в прямом положении. Она
не заваливается вместе с вами в поворот, вот вместе с райдером. Любая внедорожная, она буквально вот повторяет движение райдера. Это многим нравится, поэтому многие катаются на внедорожных покрышках, даже по асфальтам, по всему. Но здесь, особенно когда ты пересаживаешься с внедорожной покрышки, здесь проявляется вот этот эффект, когда ты надеешься, что у тебя колесо вместе с тобой наклонится в поворот, а колесо поворачивает-то поворачивает, но оно стремится прямолинейно оставаться. И получается вот такая история. Ты должен свешиваться с колеса, и ты входишь в поворот. Радиус разворотов, поворотов, здесь все прекрасно, но на хороших скоростях у вас появляется вот этот эффект, как будто колесо пытается выйти наружу, выломать тебе ногу. И когда ты долго катался на внедорожной покрышке и тут становишься на дорожную, вот здесь у тебя будет колесо не хочет ехать, не хочет поворачивать. Ребята, это покрышка. Поменяйте покрышку, и все будет нормально. Ой. Хорошо. У меня лично со стандартной покрышкой, с дорожной, проблем вообще никаких не возникло. Я же говорю, я встал и сразу поехал. Вообще не привыкал. И в поворотах у меня все замечательно. Вот если вы переходите с дорожной покрышки, вот я с ET-Max стал, вообще никаких проблем не почувствовал. Исключительно, что у меня меньше вес, сильно большая маневренность. А вот поведение вопросов не возникло. То же самое, думаю, на внедорожной. Вы можете встать, поехать и никаких проблем не ощутить. Это исключительно ваш личный опыт предыдущий, либо это вот промежуток времени на привыкание, потому что человек, собака такая, он ко всему привыкает. Ну а теперь мы поговорим с вами про поведение колеса, как оно ощущается в ногах. Маленький диаметр дает вам возможность крутиться практически на месте. При наборе скорости, вот та же самая маленькая покрышечка, у нее есть вот это вот классное ощущение, когда ты отклонением, грубо говоря, головы можешь перестроить ее в потоке. Это как плюс, так вот для кого-то и может быть минусом. Вот это вот ощущение, так сказать, что твое лишнее движение, оно сразу меняет траекторию движения колеса. На больших тяжелых колесах ты привыкаешь к тому, что ты чуть ли не танцевать на нем можешь, оно как ехало себе прекрасно, так и едет. Здесь же есть вот эта вот легкость в управлении. И, кстати, ты когда прикатываешься к колесам с подвеской, становишься на бесподвес, и у тебя тоже сразу в ногах вот это ощущение легкости, когда ты, грубо говоря, силой мысли управляешь колесом. Здесь она также присутствует. Именно поэтому я считаю, что в ногах у меня максимально схожие ощущения с EXN. Потому что оно схожее по весу, и есть вот эта вот легкость в его управлении. И самое главное отличие подвески Extreme Bull от его, так сказать, мотовилочных собратьев в том, что здесь помимо двух вилок присутствует по две направляющие с каждой стороны. Производитель ставит эти направляющие, начиная еще с моделей Commander Pro, Extreme Bull GT, Mini, вот эти вот все колесики, там тоже есть направляющие. Для чего он их ставит? У многих вопросы возникает, оно не надо, а теперь расскажу. Оно вам надо, потому что если у вас есть просто две вилки, мы ставим колесо, и при отклонении колеса оно гуляет в арке. У вас, как ни крути, у вилки есть скручивание. Когда вы ставите направляющие, вы убираете вот это вот скручивание. У вас вот эта вот легкость, вот это легкое плавание колеса в арке, оно исчезает. Поэтому эти колеса, они в ногах ощущаются как без подвесы. У них нету вот этого вот немного рассогласованности покрышки от корпуса. Но добавляется дополнительная пара трения. Там стоят подшипники сухого скольжения, которые, собственно, сухие. Но, учитывайте, я разбирал как это колесико, я разбирал Гриффин. По заводу, не знаю для чего, добрые китайцы мажут смазкой. Я не знаю какой, но эта смазка консистентная, потрясающе на себя берет пыль. Поэтому я бы проверил, собственно. Надо посмотреть, потому что если вы будете ездить в пыльной среде, а мы ездим все в пыльной среде, смазка наберет на себя эту пыль, и она только хуже сделает. Так как сухая, разобрали, почистили, либо закинули по ТФЕ сухую смазку, оно должно работать по суху. Не мешайте ему работать по суху. Оно прекрасно работает.
и помогает вам стабильно ехать. Также педальки наши регулируются по высоте. Сейчас у меня педали стоят в нижнем положении, можно поднять выше. Мне это не надо, кому-то, может быть, это понадобится. Ну, есть возможность отрегулировать по высоте. Вот так, вот так. О, да. Также, мне кажется, я вот катаясь на этом колесе, я потиху начал понимать, в чем возникает проблема у людей, которые говорят, что оно нестабильно там, на высокой скорости. Как я катался на XN, тоже там есть такой момент, что колесу немного дать свободы надо в ногах. Его нельзя пытаться прижимать и вот в таком прижатом состоянии вот с ним пытаться ездить. Ему дать надо немного свободы. Ты прижимаешь колесо, грубо говоря, при поворотах одной ногой придерживаешь, второй ты можешь корректировать свою траекторию. И когда едешь по прямой, ты не должен его жестко зажимать, иначе любые твои малейшие вот движения, я же говорю, как перестроение силой мысли, ты головой дернешь, и у тебя за счет твоего движения головой начинает весь корпус работать, и так как колесо плотно зажато, оно начинает прыскать. Вот здесь и появляется ваша неуверенность в езде. Надо дать немножко колесу свободы. Оно где-то подыграет само и стабилизируется. На больших скоростях, что я на XN ездил, что на этом, причем вес здесь играет в плюс. Так как есть вес, оно не так сильно дестабилизируется. Есть вес, оно само себе помогает поймать баланс. И ты спокойно продолжаешь ехать. Оно едет, оно его тряханет немного, вот прям совсем чуть-чуть появляется. Если ты не пытаешься держать колесо и не пытаешься там педали вот это вот легкие колебания гасить, оно само стабилизируется, и ты просто поедешь дальше. Ему нужно просто дать немножко свободы. Ой, паучок! А теперь поговорим про вес данного экземпляра. Он у нас с обвесом 32 килограмма получается. Когда они хотели его выпустить давным-давно, заявлялось 28-29 килограмм. Но у них, как видим, не получилось. Потому что, я думаю, там они игрались, пытались другой мотор поставить. Потому что изначально там было 2 киловатта, сейчас у него мотор 2,5 киловатта. Там у нас была пластиковая ручка. Изначально, скорее всего, планировалась воздушная подвеска. И вот они со всех сил пытались облегчить это колесо. Но, видимо, либо тесты показали, что что-то их не устраивает. Ну и в итоге мы получили, что получили. Мы получили CNC-шную ручку. Мы получили металлический стальной мотор C40 на 2,5 киловатта. Батарейные боксы у нас сверху жесткий металл. Изнутри у нас батарейные боксы. Там каждый батарейный бокс, каждая четвертинка, она под пластиковой крышкой. Здесь они пытались облегчить вес. Все говорят, что все провал, что ни в какое сравнение не идет с Аэро. Аэро лучше всех. А я скажу, нет, ребята, это разные классы колес получились. Они вообще рядом не стоят. По факту у нас получился бодренький конкурент Kingsong S16 Pro. Пам-пам. Так как это колесо разрабатывалось как карманная ракета, с его заданными скоростями, этот вес ему сыграл на пользу. Оно не является чем-то невесомым. У него есть вес, у него есть инерция, как и ET Max. Мне он этим, собственно, и понравился, что он весит 50 килограмм. Это неудобно, может быть, только на около нулевых скоростях, когда ты практически стоишь. На ходу этот вес не ощущается, а на больших скоростях вес работает вам на пользу. Если вас взять, поставить на колесо весом 25 килограмм, там, или 20 еще лучше, разогнать 80, вот там вы мне скажете, как у вас полотно влияет, малейшие движения, как ветер подует. Здесь есть вес больший, и не так легко дестабилизировать колесо и отклонить его траекторию движения. И я, наоборот, считаю, что это плюс. И так как это мы уже вылезли за пределы нашего компакт-класса, папа, вот его конкурент, это вот S16 Pro.
И здесь он показывает себя с лучшей стороны, потому что лично я со своим прекрасным весом под 100 килограмм, с защиткой побольше, продавил S16 Pro на 80% батареи на 32 километрах в час. Эта табуретка со мной бы так не поступила. Даже если вам не нужна такая большая скорость, вот все говорят, Air, 55 км в час едет, вам этого хватит. Не хватит. По мере расхода батареи комфортная скорость у вас будет падать. Здесь же у вас до 10% батареи можно поливать за 60 км в час, и оно будет себя прекрасно чувствовать. Не будет какой-то дерготни, не будут плавать педали. Оно валит. Это колесо, собственно, для тех, кто хочет валить на компактный табурет. Вот кто на V14 откидывал 2 батарейки для облегчения и катался на 2, вот это вот для них. Теперь, после нашего веса, мы поговорим про запас хода. Запас хода данного экземпляра с моим весом 100 плюс чуть-чуть килограмм в рюкзаке, довольно бодрый, хорошей такой езды составил 43 километра. И как отмечали другие райдеры, здесь есть такая особенность. Она присутствовала у меня на ET-Max тоже. Что вы до последних процентов едете ни в чем себе не отказывая. Вы 60 км в час можете поливать, грубо говоря, до 10, до 5%, а потом, когда уже у вас появятся писки, она начнет предупреждать вас, вам останется не так много ехать. У других колес по-другому. Она вас заранее предупреждает, и у вас есть там километров 5, может 7. Вы будете уже тошнить, но вы эти 5-7 километров будете тошнить и ехать. Здесь по-другому работает. Здесь вы до последних процентов валите на все бабки, летаете, все у вас круто, но как только запищало, у вас осталось где-то 3 километра. Вот у меня так и было. Я 40 километров ехал, вообще ни в чем себе не отказывал. Потом я смотрю, что вот на 50 у меня начало пищать. Окей. И после этих писков я проехал еще 3 километра, и суммарный пробег у меня составил 43 веселых километра. Если ехать спокойно, не жестить, а еще по тротуару, то, естественно, проедете вы сильно больше. Я считаю, что райдер весом 70 килограмм со средним темпом езды проедет 60 километров, вот вообще ни в чем себе не отказывая, и все у него будет прекрасно. Если ехать еще аккуратней, там не больше 20-25 км в час, то и 70 ему спокойно покорятся. А теперь давайте с вами порассуждаем про его конкурентов. Изначально планировалось, я думаю, производителям и Носфетом, что они с Aero будут конкурировать, когда они целились там в 28 килограмм, ну что типа на 3 кило тяжелее, зато батарея больше и вот это вот все. Возможно, тогда, да, тогда можно было бы рассуждать, что да, они конкуренты, но по факту получается, что Aero не конкурент Рокета. Aero это лидер, это лучшее колесо в компакт-классе. 25 килограмм, 126 вольт, вот он занял свое место, вот пускай он там и живет. Кто хочет комфортно кататься на легком колесике, бед не знать, с хорошей подвеской, даже не смотрите на Рокет, ребята, это не ваш вариант. Берите Aero, кайфуйте, это ваше колесо. Здесь же это карманная ракета, которая вылезла уже из, так сказать, предполагаемого веса, но это пошло ему на пользу. Если натягивать сову на глобус, то конкурент данного колеса по весу батареи это S16 Pro, но он не идет ни в какое сравнение с Рокетом, потому что у него 84 вольта, максималка хорошо, если 55 км в час, с моим весом судить не буду, так как я его еще и продавил на 32. Отдельная история. Здесь же ты получаешь карманную ракету, колесо, которое может ехать сильно быстрее, чем ты этого, возможно, даже захочешь. И это даст тебе как раз то чувство безопасности именно при езде. Ты знаешь, что в любой момент
При любой скорости ты будешь ехать, тебе нужно будет ускориться, оно тебя ускорит. Ты не ограничен этим потолком. Я почему, собственно, начал свой путь смены колес? Мое первое колесо было Kingsong 18S, он же Слон. И мне его хватало с головой. Но батарейка была маловата. Я думаю, окей, возьму батарейку побольше. И так получилось, что мне посоветовали, возьми вот, на тот момент это было топовое колесо, одно из, это был EXN, батарейка 2700, я такой, буду далеко ездить. Но оказалось, когда появляется хорошая батарейка, а еще у колеса есть возможность до последних процентов ехать быстро, я понял, что мне нравится ехать быстро. Потому что на Kingsong я мог проехать 50, но последние 10 километров я ехал там от 20 и ниже. И мне как раз и не нравилось, что у вас по ходу расхода батареи колесо едет медленнее, чем ты этого хочешь. Здесь же Rocket тебе позволит ехать быстро и ехать так, как ты хочешь, невзирая на свои 30% батареи, невзирая на свои 20% батареи. Вот я ездил, проверял, оно может, на своих 20 оно прекрасно едет. Если что-то будет не так, здесь все современные системы защиты. Бигоды доработали уже свои прошивки, есть и подъем педалей, она тебе и попищит, и педали поднимет, можешь сам себе все настроить. Но главное, это именно вот это ощущение безопасности, потому что у тебя есть запас по скорости. Когда ты едешь 40 км в час, 50 км в час на колесе, которое может ехать 55, ты мне будешь говорить про безопасность. А вот когда ты едешь на колесе 50 км в час, оно может ехать 90, вот это я считаю безопасность. Так, какая же у нас целевая аудитория данного экземпляра? Кому можно посоветовать это колесо? Первым делом я бы его посоветовал тем, кто хочет ездить на ET Max, но у кого не хватает по каким-то причинам средств, либо он не хочет с собой возить дополнительный вес. Это ваш выбор. Это карманная ракета. Если ET Max это просто ракета, то это карманная ракета. Это ваш выбор. Дальше. Кому посоветовать? Кто хочет переходить с колес без подвески, рассматривая для себя, это уже средний класс колес, это не компакт. Мы компакт не говорим. Здесь уже мы имеем 30 плюс 32 килограмма. Вот, кто ищет после без подвеса колесо, которое даст ощущение без подвеса, именно вот эта живость, резвость управления, нету валкости, нету вялости. Вот это оно. Также для тех, кто ездит на, возможно, каком-нибудь старом подвесе, допустим, V11 какой-нибудь со своей пневмой, ищет новый опыт, кому на V11, кто с него вырос уже, или другие колеса с подвеской, кто вырос с него, кому хочется больше скорости, но он не хочет сильно жертвовать весом, потому что это не критичная прибавка, если у вас колесо было 30, а это 32, батарейка 1500, у вас усредненный вес, который дает потрясающую производительность. Для тех, кто вырос с V11, V11Y, вас устраивал его запас хода, но вам не хватало где-то скорости, то это будет прекрасная замена. Если вы не хотите сильно наращивать вес, а также сильно наращивать стоимость колеса, вы можете продать свое колесо, немножко докинуть и переходить уже на Rocket. Он даст вам прирост скорости, которого вам не хватало. Также он даст вам комфорт подвески, потому что подвеска у вас гидравлическая и ход здесь 100 мм. Подытожим, что же у нас получается? У нас есть Aero, мы сказали, что это уже не конкурент. И у нас есть Rocket. Цена у них схожая. И есть отличные фразы, описывающие эти два колеса. Aero – это идеальный комьютер-вил. Это колесо, идеально подходящее для спокойной, комфортной, размеренной езды по своим делам по городу. Но Rocket, ему отлично подходит описание как Pocket Rocket. Это карманная ракета. По итогу, если вам нужна карманная ракета, это ваш выбор. Если вы хотите безопасной езды на
скоростях выше среднего, это ваш выбор. Это колесо вобрало в себя все лучшее с обоих миров. Оно взяло отличную скорость, прекрасную динамику с мира больших колес, с мира маленьких колес. Оно взяло как раз таки компактный обод, компактную покрышку, легкость в управлении. И у нас получился замечательный продукт, который позволит вам почувствовать скорость и ускорение уже больших колес по приемлемой стоимости и имеющий потрясающую легкость в управлении. И маленькая покрышка вам позволит это сделать. С вами был Александр. Подписывайтесь, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях. Полезную информацию ищите в описании. Всем спасибо, пока! Приготовление. Саша работает ногой, работает руками. Всем привет, с вами Александр, там Рокет, вся хуйня, туда-сюда, у меня здесь микрофон, а вот колесо. Да, у нас живут динамики, подвеска, а потом педали. У нас живут динамики, замечу, колесо со встроенными динамиками, колонки, короче, стоят. Вот это вот не самого дизайнерского. Обод здесь, сука, сейчас. Алюминиевыми. Сейчас как скажу, блядь. О! Хорошо как. Ну, блядь, отмечу. А колесо поворачивает-то... Хорошо, окей. Что я там хотел еще сказать? На S16 Pro намекаю про слово «быстрой езде». Как интересно. Будет как, не знаю, хуйня какая-то. Все, по этой хуйне хватит, там что-нибудь нарежем. Та-та-та-та-та. Согласен, хуйню напиздел. Так как это колесо. Так как это колесо. Блин, ёбаный рот. Да. Мы сказали, там эту хуйню мы сказали. Уже заебался пиздец, у меня уже что такое. S16. Пизда заебал, давай по новой. Все.